Hello and good evening, dear brothers and sisters. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. I had been with a personality who had written more than 200 books for Brahma Kumaris. Я долгое время находилась рядом с человеком, который написал более 200 книг в Брахмакумарис. Brother Jagdish Chandra Hasija. Это брат Джагдиш Чандр Хасиджа. And there was a time when I used to observe how he delegates different activities. И было время, я наблюдала, каким образом он делегирует те или иные полномочия другим. I saw there was a person, brother, who used to take part in many kinds of projects, organization, and his age at the time was 75. Я видела одного человека, брата, который принимал очень активное участие в координации многих проектов, организации. Ему в то время было 75 лет. And there was another person sometime helping him, and his age was 40. Другой был человек, который время от времени ему помогал. Этому человеку было 40 лет. So I saw that he would give most of the time the things which were related with running here and there, going outside, standing and waiting for the bus, to the person who is 75 years old. И вот я обращала внимание на то, что какие-то дела, которые требуют вот такой больших затрат энергии, нужно было туда-сюда бегать, нужно было где-то выстаивать в очереди, или нужно где-то было ждать автобуса там, и так далее. Вот эти дела он поручал 75-летнему. And something was to be typed and just, files were made, he would give to the person who was 40 years old. А когда что-то нужно было там напечатать, какую-то папку подготовить, он поручал это 40-летнему. And for me it was a question, немножко жалко. И для меня был вопрос. But I would feel a bit pity about the person of 75 age. It's better to give him little peaceful and relaxed life, you see. Я вот этого 75-летнего немного жалела. Вот, лучше бы дать ему поспокойнее жить, расслабиться. But he was very healthy and happy, and he was maintaining everything. But after some time, the person left the body. Brother Jagdishji left the body. Но он был очень крепким таким человеком и радостным, жизнерадостным всегда, и продолжал все это делать. Спустя какое-то время брат Джагдишджи ушел из жизни и оставил тело. And there was no one to delegate him such kind of task with that much firmness. И уже не осталось того, кто мог бы вот этому 75-летнему, или сколько ему тогда уже было лет, поручать дальше какие-то дела. And he started, becoming relaxed and spending much of the time in sitting, not going outside, not that. And he left the body in next 3 years. И он вот так стал, он стал больше времени проводить сидя, отдыхал уже, особенно никуда не ходил, не ездил. И через 3 года тоже он ушел из жизни. То есть и заболел тоже, очень быстро заболел. So, when we do something which makes a difference in the life of people and which is a form of commitment in order to do something good for the society, that also is a gift for our health. То есть, когда мы что-то такое делаем, что действительно влияет на жизнь других людей, если мы берем на себя какие-то такие обязательства, какой-то долг перед людьми, это тоже сказывается на состоянии нашего здоровья. And also, there is one thing that when I want to feel good and be healthy, and I do everything for myself. И еще одна вещь – это когда я сам хочу быть в хорошей форме, хочу быть здоровым, и когда я все для этого делаю. This is one kind of energy. Вот это одного типа энергия. But when others want that I should be healthy, and they cooperate me, and they worry about me, they think about me, and they assist me in remaining healthy. А вот вторая вещь – это когда и другие тоже хотят, чтобы я оставался крепким, чтобы я оставался здоровым. И они со мной в этом сотрудничают, они помогают мне, чтобы я был здоров. They want that I should live. Им хочется, чтобы я жил. One is I want to live, another is they want that I should live. Одно – это я сам, мне хочется жить, а другое – им хочется, чтобы я жил. Есть разница? Большая разница? Big difference?
Большая разница, да? Isn't it? Right? So that is what is called as that kind of magic of relationship which make me move on this path of life, И вот and especially in terms of health. это такая магия взаимоотношений, которая помогает мне идти вперед по дороге жизни. И в особенности в том, что касается здоровья. And also, when you are just on your own in house, alone, И еще, если вы дома живете один, сами по себе, right? And you don't have any committed relationships, и у вас нет каких-то обязательств по отношению к родственникам и так далее. or even if you have some relationship, but you have condition in that relationship. И даже если есть какие-то родственные узы, но в этих взаимоотношениях вы поставили какие-то условия. Wife is there, husband is there, child is there, son is there, daughter is there. Ну, то есть у вас есть муж, или у вас есть жена, у вас есть сын, дочь. Дома есть, мама есть, папа есть, but what is the situation? Но как обстоят дела при этом? You see, you are my wife, you are my husband, you are my mother, it's fine, but don't touch this thing. I will eat as I want, I will get up as I want, I will do these things as I want. То есть, ну хорошо, ты мой муж, или хорошо, ты моя жена, или ты моя мать, или кто-то еще. Это все нормально, ладно, но вот только смотри, вот до этого в моей жизни не прикасайся. Вот это я буду делать так, как мне хочется. Есть я буду так, как мне хочется. Или спать я буду как мне, что угодно еще. Это я буду делать, как хочу я сам. Don't touch me in these matters. В таких-то вопросах вот ко мне не прикасайся. So, when there are such kinds of cases, those who do not allow others to take part in their lives, that's one situation. Когда вот такие случаи есть, то есть когда не дают другим быть частью их жизни. And Это then одна there is ситуация. another situation А другая ситуация, when people can stop you eating something or doing something, это когда люди вправе вас остановить, да, не дать вам что-то есть или не дать вам что-то сделать. or people has the right to inspire you to eat something which should be eaten by you. Или когда люди вправе вас вдохновить, да, есть что-то такое, что вы должны есть. Or when the people have the right to question you if you don't get up in time. Когда у людей есть право задать вам этот вопрос, если вы, скажем, не встаете утром вовремя. Да? Сколько еще будет на кровать лежать? Нет, вы не можете это говорить, не трогайте меня, это не ваше дело. That is another situation, this is another situation. То есть вот то одна ситуация, это другая ситуация. So when I allow to great extent or I permit other members of my family to take part in my life, it's most possible that there is health guaranteed in all circumstances. Когда я в значительной степени разрешаю своим родным, близким людям, другим людям, окружающим меня, принимать участие в моей жизни, то это повышает шансы того, что я буду здоров. Isn't it? Right? Не правда ли? Do you have this experience? У кого из вас тоже есть такой опыт? Instead of that, I just keep a distance and nobody can touch me, and that puts my health under question. Или вместо этого я просто дистанцируюсь от других, не даю им себя трогать. Вот это тогда ставит мое здоровье под вопрос. So the relationship on one hand, they seem to be paying some cost to health, but on another hand, a big support to health. То есть вот эти взаимоотношения с людьми, с одной стороны, кажется, что это мы платим какую-то цену своим здоровьем, поддерживая их, но с другой стороны, они же очень большая поддержка для нашего здоровья. It's worth spending on relationships. Тратить на взаимоотношения, оно того стоит. On one hand, we can have the guarantee that I will be getting a living energy around me if I have good relationship with all. С одной стороны, для нас будет гарантия, что меня будет окружать хорошая энергия, если у меня хорошие взаимоотношения со всеми. Can you imagine if I have
5 rooms and 10 sofas, but only one person, no one around me. Вот представьте себе, да, у меня в доме 5 комнат, 10 диванов, и кроме меня в этом доме никого нет. What energy the sofa and the furniture will give me? Вот эти диваны, вся эта мебель, какую энергию будут передавать мне? And if I have 2 rooms, but there are 10 people around me, А если у меня 2 комнаты, а в них живет 10 человек? многовато. Okay, 4 persons around Ну, me. ладно, 10 многовато, 2 комнаты, 4 человека. Okay, 3 persons around me. Ну, 3 человека. So the energy, yes? 3 хорошо. 3 ничего. So living energy around me also boosts my happiness on daily basis. Но вот эта живая энергия, окружающая меня, тоже будет увеличивать мое счастье на повседневной основе. Because happiness is the greatest nourishment for this physical body. Потому что счастье – это самое лучшее питание для нашего физического тела. For a long time, we have lost the trust in relationship. Мы за долгое время потеряли доверие к взаимоотношениям. Because of increasing differences, wide differences between the personalities. Из-за того, что начали возрастать различия между людьми, характерами. And sometimes we don't want to share that we don't like their behavior. Иногда нам просто не хочется, да, открыто поделиться, сказать другому, что мне не нравится его поведение. Because we think that they will harm us more, they will exploit that. Потому что мы тогда думаем, что они нам еще больше начнут вредить, они как-то будут эксплуатировать это. So we start separating. И мы начинаем дистанцироваться. But that hearts accumulate. А боль внутри, она продолжает копиться. And we feel it is better to be alone all the time instead of being committed to relationship. И нам кажется, что лучше вот так в одиночку и прожить, не нужно брать на себя какие-то обязательства во взаимоотношениях. And the result of that is the society with every second person has some psychological mental illness. А результат этого – это общество, такое сообщество людей, где у каждого второго какие-то душевные, психические, нервные проблемы. Because when comes the question of choice, instead of accumulating your heart insights, the choice of speaking it out and fighting a little bit will be better. Потому что если уж речь идет о выборе, да, то вот этот первый вариант – ничего не говорить, вслух копить боль в своем сердце или, с другой стороны, уже высказаться, выговориться. Вот второй вариант, он все-таки лучше. И немножко и ссориться можно, не мешает. But because we are taught it's not, good manner or it's not a social etiquette to debate or to complain, and so we think I should not be talking about what I think is wrong with other person. Поскольку нас учат, да, так что это нехорошая, да, манера поведения, вот таким образом спорить с другими, что-то доказывать им и так далее, нам кажется, что это невежливо, это не тактично, вот это человеку сказать прямо. So that is why we separate and accumulate inside. И поэтому мы дистанцируемся и копим вот это у себя внутри. What happens with the health? А что со здоровьем происходит тогда? So therefore, it's always a positive thing to rethink our value system, which is taking our trust from relationship away. Вот почему это всегда полезно очень пересматривать вот такую свою систему взглядов, убеждений, из-за которой у меня нет доверия к взаимоотношениям. Whether social, whether family, whether relationship at work or anywhere. Это социальная среда, это семья, это рабочее место, где угодно. So I would say full stop, and so have good relationships, stay healthy, and even if something happens in relationship, just carry on with love and thinking that this is what is going to create heaven around you. И я на этом поставлю точку, но я просто хочу сказать вам, продолжайте поддерживать взаимоотношения, просто поддерживайте взаимоотношения и будьте здоровы. И даже если во взаимоотношениях что-то идет не так, просто с любовью продолжайте. Будьте уверены, что это обязательно скажется, это обязательно пойдет на благо.